Почему Москва победила всех конкурентов за власть? Небольшой город с самой глубине непроходимых болот и лесов. Никому неизвестное поселение за несколько веков не только стало лидером на Руси, но и стряхнуло с себя руку Орды, а затем стало угрожать соседям. Как получился этот взлет и почему не смогли добиться успеха куда более грозные Киев, Тверь, Новгород или Литва? Ни один конкурент Москвы не проиграл ей мирно, без боя, сдавшись экономически или став союзником. Многочисленные сражения против Твери, Литвы и Новгорода стали одной из визитных карточек московского чуда. Возвышению Москвы способствовали сразу несколько факторов, от своеобразной, но эффективной политики князей до неплохого расположения. Будучи на шаг лучше каждого конкурента, суммарно Москва опередила всех. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. От набегов с востока и юга Москву прикрывала Рязань, которая разорялась столь часто, что просто невозможно было там вести какое бы ни было эффективное хозяйствование. С запада Псков и Новгород не давали напасть на Москву литовцам, полякам или тевтонцам. Сам город неплохо располагался между второстепенными торговыми путями, что приносило средний доход, без взлетов и падений. Вторым фактором стала политика московских князей. Из-за нее их ненавидели, но боялись. Понимая, что Москва – мелкий городок среди гигантов Древней Руси, не имеющий родовитых династий, Москва не стала вынашивать планы свержения ига. Она встроилась в него на правах добровольного помощника. Московская дружина всячески копировала татарское войско и охотно нанимала их для своих дел, князья не чинили никаких препятствий посланникам хана и в первую голову бежали исполнять их волю. Конкурент Москвы, Тверь, также лавируя между своими интересами и ханом, все равно периодически взбрыкивала, за что имела меньшее расположение. Все начало XIV века Москва и Тверь грызут друг друга не на жизнь, а на смерть. Ходят в походы, осаждают, берут города и вырезают жителей. Одновременно стараются интриговать в Орде, переманить хана на свою сторону и очернить соперника. В ходе этой борьбы Иван Калита и получает власть в Москве, где его старшего брать отравят в Орде из-за интриг Твери. Разоренные земли были так истощены, что Калите уже не было времени думать о походах. Он начал налаживать экономику и сбор налогов. Он продает московскую медовуху по всей Руси, через Новгород торгует с Ганзой, а затем совершает главное – сбор ясака для Орды. Татарам было сложно самим собирать дань. Нужно держать своих людей и войска в стране, выбивать из должников последнее, рискуя разжечь народный бунт, отвлекать силы на внутренние дела. Когда московские князья начали сами собирать и отправлять дань, татарам стало много легче. Понятно, что в Орду уходила одна сумма, а собранная сверх того оставалась у московской элиты. Калита имел привычку подвешивать должников вниз головой, пока те не рассчитаются или не внесут нужно их родственники. Такой бизнес быстро пришелся по вкусу многим,
и московские коллекторы стремительно богатели и приучались к жестокости. Деньги рекой текут в сарай без задержек, хан доволен, а Москва не сталкивается с набегами, как другие ее конкуренты. Скупец, лицемер, вероломный татарский угодник – так стали называть Калиту в других землях и в тайных разговорах. А он, тем временем, уговорами и деньгами переманивает в Москву митрополита из Владимира, тем самым перенеся духовного лидера народа в свой город. Митрополита Калита будет использовать и в военных целях. Тот наложил проклятие на Тверь, где случился антитатарский бунт и вырезали все посланников хана. Калита сам возглавил татарский карательный рейд на Тверь, который завершился чудовищным погромом, продажей населения в рабство и бегством князя в Литву. Проблемой Москвы была малолюдность, скудность земель и небольшое число воинов. Эти моменты Калита успешно закрывал деньгами. Он просто купил Галич, Белоозерск и Углич. Поживился разоренным Тверским княжеством. А уж служилых людей заманивал в Москву со всех концов. Татарские царевичи, впавшие в немилость после очередного переворота, находили в Москве стол, кров и слуг. Им щедро выделяли наделы и кормление. Литовские бояре и более мелкие чины также в Москве могли рассчитывать на хороший прием, что влекло в город даже очень родовитых из них. Они приезжали разом со всей дворней и слугами, пополняя служивое сословие Москвы. Дмитрий Донской продолжит дело Калиты не только своей лояльностью к законному хану на Куликовом поле, но и в деле подчинения себе Нижнего Новгорода, а также приема мигрантов из Литвы, альгердовичей. В итоге, через столетие это станет сюрпризом для Орды, где хан Ахмат, готовя набег на осмелевшую Москву, вдруг узнает, что та может выставить 180-тысячного войска. И это не жалкое ополчение, до сотни дружинников, как во времена их прадедов. Это и сами татары, принявшие православие и русские имена, но не хуже Ахмата, знающие тактику и конный бой. Это сами московиты, неотличимые по повадкам и одежде от татар, конные, вооруженные луками, кистенями и саблями. Это панцирные бояре из Литвы, тяжелая конница, а также литовская артиллерия. Ахмат мудро отменил поход после разграбления Алексина. В страшной бойне Москва заберет себе Новгород и распылит его жителей по стране, чтобы не смог он снова восстать из пепла. Множество войн проведет с Литвой, отняв сначала русские западные княжества, а затем и земли современной Беларуси и Украины. Принципы останутся прежними: жесточайшая налоговая дисциплина, лояльность к более сильному до времени, война хитростью, измором и жестокостью. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.